Stray Kids – те самые парни, идущие по пятам за BTS, это южнокорейский бойс-бенд, который компания JYP представила миру в 2017 году. Коллектив объединил 8 невероятно харизматичных и одаренных молодых людей. Каждый из них горел мечтой о мировом признании и в итоге сумел воплотить ее в реальность на все 100%. Их путь – это история оглушительного и стремительного триумфа. За этим успехом стоят изнурительные тренировки и годы подготовки. Группа совершила молниеносный рывок к вершинам хит-парадов и сегодня уверенно удерживает позиции на той высоте, которая достижима лишь для единиц. 8 разных характеров, 8 уникальных талантов. Давайте познакомимся с участниками по отдельности и узнаем, какой путь прошел каждый из них. Бан Чан. Открывает наш список Бан Чан, бессменный лидер группы, ее продюсер, главный танцор и фактически сооснователь коллектива наравне с главой агентства Пак Ком Чин Йоном. Будущий мотор команды появился на свет в Сеуле 3 октября 1997 года. Его настоящее имя – Кристофер Пан. Он старший из 3 детей в семье. Почти все детство Чан провел в Австралии, где усердно занимался плаванием и танцами. Именно из-за его австралийского прошлого друзья по группе «Ласково» прозвали его «Кенгуру» и «Коалой». Путь к славе начался, когда парню было всего 13 лет. Узнав о кастинге в компанию JYP, он успешно прошел прослушивание и на долгие 7 лет погрузился в жизнь стажера. За это время он успел подружиться со многими будущими звездами и, несмотря на юный возраст, часто становился для коллег мудрым наставником. Среди его близких друзей – Бэм Бэм из группы GOT7, а также ребята из Twice и других известных коллективов. Сегодня Бан Чан полностью посвящает себя работе в Stray Kids, но находит время и для простых радостей. Он большой поклонник таланта Криштиану Роналду и музыки Дрейка, обожает осень, блюда из курицы и собак. Дома у него живет верный друг, спаниель по кличке Берри. А еще лидер виртуозно владеет гитарой и фортепиано. Са Чанбин. Встречайте, яркий и харизматичный рэпер Са Чанбин. Он родился 11 августа 1999 года в Йоннине, живописном городке в 40 километрах от Сеула. Страсть к хип-хопу и движению проснулась в нем еще в детстве, поэтому Чанбин профессионально постигал азы мастерства в Академии рэпа и танцев. Поворотный момент случился на школьном фестивале. Сорвав бурные овации зрителей, он окончательно понял, что сцена – это его призвание. Хотя, стоит признать, парень рассматривал и другие пути. Если бы судьба не связала его со Stray Kids, мир мог бы узнать его как талантливого писателя или мастера татуировки. Мечта привела его в агентство JYP, где произошла знаковая встреча с Бан Чаном. Его путь в качестве стажера был короче, чем у лидера. На подготовку к дебюту у него ушло всего 2 года. В свободное время Чанбин черпает вдохновение в треках Кендрика Ламара. Он обожает активный отдых с мячом, не может устоять перед порцией картофеля фри и всегда готов взбодриться стаканом холодного американо. Хан Джи Сон. Еще один мастер рифмы в команде – Хан Джи Сон, которого многие знают как Питера Хана. Он родился в Инчхоне 14 сентября 2000 года. Как и некоторые его коллеги, Джи Сон успел пожить за границей, его детство и юность прошли в Малайзии. Он мог бы остаться там навсегда, если бы не жгучее желание стать артистом. Хан даже заключил с родителями необычную сделку. Он пообещал, что если в течение 1 года не сможет попасть в крупное агентство, то бросит затею с музыкой, вернется к учебе и станет обычным серьезным взрослым. К счастью для миллионов фанатов, он успел вовремя. До официального дебюта в Stray Kids Хан усердно стажировался в компании JYP на протяжении 3 лет. Свое музыкальное и хореографическое образование он оттачивал уже в Корее, в знаменитой танцевальной академии района Каннам. Внутри коллектива Джи Сона ласково прозвали «Белочкой», возможно, за его очарование и энергичность. Он обожает чизкейки, красный цвет и уютную зимнюю пору. А еще, несмотря на свой позитивный образ, Хан – большой фанат леденящих душу фильмов ужасов. Ким Сын Мин. Теперь пришло время поговорить о голосе группы.
Вокалист Ким Сын Мин родился 22 сентября 2000 года. В ранние годы его мечты были далеки от сцены, мальчик всерьез планировал стать профессиональным бейсболистом. Он даже успел выйти на поле в матче знаменитой команды SK Wyverns. Однако любовь к музыке в итоге оказалась сильнее, и корейский спорт лишился перспективного игрока, зато мир обрел невероятно талантливого артиста. Среди участников группы за Сын Мином закрепилось забавное прозвище «Улитка», а вот преданные поклонники называют его гораздо нежнее «Солнышко». И это имя ему очень подходит. В еде Сын Мин довольно избирателен. Он обожает спелую клубнику, апельсины и блюда из яиц, а вот острую пищу обходит стороной. Его любимое время года – уютная осень. Что касается музыкальных вкусов, то своим кумиром и любимым исполнителем Сын Мин называет Шона Мендеса. Ян Чонин. Вокалист, известный под псевдонимом Аян, а в жизни Ян Чонин, появился на свет 8 февраля 2001 года в Пусане. В семье он средний сын, у него есть старший и младший братья. В самой же группе Чонин прочно закрепил за собой статус макне, то есть самого юного участника. Его чувство стиля и умение держаться перед камерой проявились еще в раннем детстве. Пока сверстники тратили карманные деньги, маленький Чонин их зарабатывал, подрабатывая моделью. В те же годы за ним заметили забавную особенность – он частенько ходил во сне. Профессиональный фундамент Чонин заложил в Сеульской школе исполнительского искусства, где глубоко изучал прикладную музыку. После этого последовали 2 года интенсивных тренировок в статусе стажера в компании GOP. Наш герой обожает зеленый цвет, маленьких щеночков и вкусно поесть. Единственное табу в его рационе – это бобы. Любые блюда с ними вызывают у него резкое отторжение. В музыке Чонин ориентируется на лучших. Своим главным примером для подражания он считает Бруно Марса, хотя в его плейлисте часто можно встретить и треки Чарли Пута. Хван Хёнджин. На очереди у нас блистательный танцор Хван Хёнджин. Он родился в Сеуле 20 марта 2000 года. О его раннем детстве известно не так много, но есть любопытный факт – несколько лет Хёнджин прожил в Лас-Вегасе. Там он немного освоил английский язык и предпочитал, чтобы окружающие называли его Сэм Хван. История его попадания в шоу-бизнес похожа на сцену из фильма. Согласно легенде, в 2015 году скаут-агентство JP заметил невероятно обаятельного парня прямо в толпе, когда тот просто ходил с мамой по магазинам. До запуска реалити-шоу Хёнджин на протяжении 2 лет самоотверженно изучал искусство танца и сцены. Что касается предпочтений, то наш герой – большой любитель суши и свежих фруктов, а вот лук, морковь и баклажаны он просто не выносит. Хёнджин тщательно следит за своей внешностью. Его рецепт идеальной кожи – это много чистой воды и обязательная увлажняющая маска перед сном. Интересно, он относится и к питанию. Артист старается придерживаться правила не есть после 4 часов дня, однако сам же в шутку признается, что это ничуть не мешает ему плотно набивать желудок когда, так и после этого времени. Феликс. Лидер группы, не единственный австралиец в коллективе. 15 сентября 2000 года в Сиднее родился Феликс. Его настоящее имя – Ли Йонбак, но имейте в виду, сам музыкант не раз признавался, что просто терпеть не может, когда его так называют. Поэтому лучше придерживаться привычного сценического имени. На момент дебюта Феликс не очень хорошо владел корейским языком, но прилагал колоссальные усилия для его изучения. Зато в спорте он настоящий профи. В детстве он серьезно занимался тхэквондо и даже заслужил черный пояс. А еще, как и Бан Чан, он обожает воду. В 2015 году Феликс занял почетное 2-е место на соревнованиях по плаванию среди 15-летних подростков. Еще до своего главного триумфа он вместе с Ли Ноу и Хёнджином выступал в танцевальном юните Dance Racha. В 2020 году ребята даже выпустили свой трек под названием «Вау». Судьбоносная встреча с менеджером агентства JP произошла в 2016 году. После прослушивания Феликс стал стажером, но до начала реалити-шоу он успел пробыть в компании всего 8 месяцев. Возможно,
Именно нехватка времени на подготовку привела к тому, что в 8-м эпизоде проекта он выбыл из гонки. Впрочем, как мы знаем, это не помешало ему вернуться и стать мировой звездой. Феликс считает своим счастливым числом 7, предпочитает черный цвет в одежде и очень любит рисовые пирожки. В свободное время он следит за футболом и слушает музыку Арианы Гранде, Кендрика Ламара и других мастеров речитатива. Ли Ноу и Ким Уджин. Замыкает 8 участников великолепный танцор Ли Ноу, чье настоящее имя Ли Мин Хо. Пожалуйста, не путайте его с тезкой из группы Шайни. Наш герой родился в городе Кимпхо 25 октября 1998 года. Страсть к движению жила в нем всегда, и едва заслышав музыку, он тут же начинал танцевать. Его первой серьезной школой стало участие в японском туре группы BTS. Правда, чтобы отыскать его на старых записях, придется очень постараться, тогда он был всего лишь участником подтанцовки. Он также снялся в их знаменитом клипе «Not Today», и именно этот опыт зажег в его сердце мечту стать большой звездой. Путь в агентство JP был тернистым, Ли Ноу не раз получал отказы и безуспешно пробовал силы в других компаниях. Но удача улыбнулась ему, когда менеджеры сами пригласили его в проект Stray Kids. Впрочем, испытания на этом не закончились, в 4-м эпизоде реалити-шоу его исключили, и лишь в 9-й серии он триумфально вернулся в строй. Таких эмоциональных качелей не пожелаешь никому. Стоит упомянуть и еще одно имя, связанное с историей группы. Это Ким Уджин, который в начале пути был вокалистом коллектива. Он родился в Пучхоне 8 апреля 1997 года. С юных лет Уджин занимался кендо и японским боевым искусством, а позже, как и Чонин, окончил Сеульскую школу исполнительского искусства. До того, как попасть в основной состав, он успел пройти через несколько крупных агентств. В группе его ласково называли «медвежонком». Уджин отлично владеет гитарой, обожает видеоигры и шопинг. А еще у него есть забавный талант. Он настоящий эксперт по жареной курице и может по вкусу безошибочно определить, в каком ресторане ее приготовили. Вот такие они, разные, талантливые и невероятно упорные участники Stray Kids. Каждый из них прошел свой путь к вершине, чтобы сегодня вместе сиять на музыкальном Олимпе.